Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Сегодня поговорим о явно укрепившемся изменении фронтиров в модели разработки игры, и почему это изменение на пользу им в долгосрочной перспективе не пойдет. Когда все шутили, чтобы фронтиры посмотрели у Star Citizen лучше и внедрили к себе, кто же знал, что они возьмут худшее? Относительно недавно, учитывая жизненный период Elite Dangerous, в игре стала появляться не то чтобы агрессивная, но все же система монетизации. Сейчас поясню, о чем я говорю, обо всем по порядочку. И не забудьте поставить лайк и написать комментарий для продвижения данного видео. В начале были введены окраски для кораблей, что давало маленькую, но все же копеечку в карман для Frontier Developments. Стали появляться также всяческие фигурки, которые вы можете выставлять себе в кабине, обвесы для кораблей, наклеечки и прочая косметика, никак на геймплей не влиявшая. Все пока честно и скромно. С выходом Одиссеи в 2021 году стали появляться окраски на скафандры и ручное вооружение, и они, кстати, стоили так прилично больше, чем обвесы и краски на корабли. Также были введены различные сеты брони также за денежку. Однако все еще без влияния на геймплей. Все еще оставалось косметикой. Где-то после этого момента произошел просто бум в ценах. На фоне подорожания доллара еще и во внутриигровом магазине все ценники взлетели в несколько раз по некоторым позициям. Потому что разработчиков нужно поддерживать, разработка дорожает и так далее. И, кстати, если хотите поддержать меня, то у меня есть мой Бусти, где все видео выходят раньше, чем на YouTube. Ну или привычные донатики, ссылка в описании. Игра ведь не продается толком, потому что они просрали выход своей игры на консолях, так как закрыли разработку сами. Просрали также работу с блогерами, потому что понабирали партнеров всяких разных, не самых популярных и не самых близких к игрокам людей. И даже не самых знаменитых по меркам небольшого комьюнити игры. А уже с теми более-менее знаменитыми ничего путного не сделали. А вот если бы мне дали партнерку, вот тогда бы да, это их главная ошибка, конечно же. Ну и работу с комьюнити тоже просрали. Ведь так долго упорно игнорировать игроков это надо уметь. В парочке других космосимов, где аудитория гораздо побольше, как-то и с клиентами умеют уважительнее работать. Припоминаем, как и все комьюнити-менеджеры в итоге свалили, ведь менеджерить стало в целом некого и незачем. Вот и получилось, что никакой рекламы в сети про эту игру нет. Разве что ее вспоминают, когда речь идет про Star Citizen и его разработку. А без рекламы далеко не уедешь, если нету никакого инфоповода. А он был. И это был отвратительный старт Одиссеи, который не просто не подстегнул продажи, но еще и на долгие годы обвалил средний онлайн на уровень грунта. А учитывая, что очень много, какие обещания разработчиков на релизе проекта не были выполнены, включая на секундочку интерьеры кораблей, про которые говорилось, что все корабли разрабатываются с учетом интерьеров. А нам показывали какой-то по кабине тайпа, между прочим. У игроков осадочек остался после этого. Но люди играют за неимением альтернативы. No Man's Sky аркадная с цветастым космосом. Star Citizen еще не вышел, да и будем честны, про Star Citizen до сих пор пускают много шума в эфир всякие личности с устаревшей лет так на 5-7 информацией, отпугивая людей то вайпами, то вообще отсутствием космоса и кораблей. И то, что игра не выйдет. И что это вообще все пирамида, а не игра, как и Тарков никогда не выйдет. А обидно, проект-то очень многообещающий. Но мы тут на минуточку отвлеклись от платного контента, экскюзюма. Поддержки штанов разрабам оказалось мало, захотели пойти еще дальше. В целях, так сказать, подстегнуть дальнейшую разработку проекта, ввели донатные корабли в разных вариациях. Причем, теперь была выстроена pay-to-win-овая механика выхода новых кораблей. Первые пару месяцев только за донатную валюту, после чего уже можно купить за внутриигровую, и пошло-поехало. Палец, если вы понимаете, пролез, жалобы пока не были громкими. Все новые корабли, которые выходили, убивали старые полностью, в том направлении, на которое они были направлены. К примеру, вышел Мандалай, и этим они убили всех исследователей. Вышел Питон МК-2 и убили все боевые корабли. Вышла Кобра МК-5, убили все маленькие корабли и так далее. И этого им показалось снова мало.
И нам под новым соусом продают новый корабль-исследователь, который выйдет в конце 2025 года. Разработчики все это время набивали карманы, конечно же, для развития игры и создания нового контента. Только выхлоп с этого нового контента как-то не тянет на те шекели, которые они со старта более агрессивной монетизации обогатились. У нас много денег на счету, и это всегда хорошо. Тот же PowerPlay 2.0 — это все те же старые механики, приправленные менюшкой на галактической карте и переделанным меню. Да, там добавили супер новый контент со взломом рекламных баннеров на станциях. Но это не стоит всех тех денег, которые были собраны на той системе монетизации, которую они сделали. И, кстати, игра легче-то не стала. Если раньше получить фракционный модуль было очень просто, то теперь придется набивать ранги в галактической державе, чтобы их открыть, а не просто подождать пару недель и завести бумажки. Следующее большое нововведение — это колонизация систем, где также нас ждала новая менюшка на карте и гордое звание архитектора системы. И все это завуалированная торговля, где вам просто нужно тупо возить ресурсы для строительства, при этом нанять NPC вы даже себе не можете. Для вас, как для игрока, выхлопа практически нету, учитывая затраты времени на это все дело. У меня система, где около 30 построек и почти миллиард, подчеркиваю, миллиард населения. Я получаю с этого 1,5 миллиона кредитов в неделю. Я могу столько получить за уничтожение одного пирата. Весь этот огромный список новинок не тянет даже на один настоящий патчноут, а ведь по финансовым отчетам торговля кораблями стала приносить им заметные деньги. Помимо прочего, разработчики сделали стартер-паки с уже готовыми кораблями под различные задачи, тоже за донатную валюту. И их фиты в большинстве случаев вызывают вопросы. Как минимум, там даже могут быть не все заинженерено в 5 гаек, потому что ну а зачем? То есть, видим, что монетизация развивалась вначале терпимо, косметика на геймплей не влияла, ранний доступ к метакораблям уже начал влиять, ведь эти корабли лучше всех в своем классе, и те, кто приобрел их раньше, получали преимущество перед другими игроками. Однако, пока что это еще подавалось под соусом доступности для других игроков, просто надо подождать. Пока еще пролез только пальчик. А вот теперь нас всех стали неприкрыто любить. На полный ход поршня. Прям вот туда прям туда. Станция за 50 тысяч ароксов, что при переводе в реальные деньги получается 3000 рублей. И выходит дороже, чем целая DLC Одиссея. Сделали проблему, то что колонизация — это унылый, никому не нужный гринд. И продают решение в виде станции, которую можно просто купить за реальные деньги и поставить у себя в системе. При этом ее характеристики ощутимо выше, чем у ее одноклассников станций. Браво! Вот это уже полноценный наглый pay to win. Куда мы катимся и почему разработчики не делают нового DLC, и я, кажется, знаю почему. Давным-давно, на самом старте элиты, наслушавшись Дэвида Брабана и его обещаний, которые до сих пор не выполнены, купили игру с LEP — Lifetime Expansion Pass. То есть этим людям гарантировали за такую поддержку игры бесплатно любые следующие DLC. И как бы такой игровой пакет стоил немалых денег. Видимо, им просто невыгодно делать DLC, потому что новых игроков толком нет. А большая часть игроков — это вот те самые обманутые обещаниями игроки. А вкус денег-то почуяли, да? Аппетит пришел во время еды, да? И выход один — делать донат. Много доната. Сразу выскажусь против захода про «ну надо же поддержать разрабов, они что, бесплатно работать должны, что ли?» и все такое. Во-первых, мы тут не во фри-то-плей игру играем, мы ее за деньги купили, причем с Одиссеей мы ее купили по цене нормальной вполне игры. Во-вторых, мы не против того, чтобы разрабы деньги зарабатывали, просто товар своих денег стоить должен. Почти 40 баксов за одну имбалансную станцию — это цена либо новой игры уровня AA, либо цена мощного такого DLC. Если что, для примера, цена DLC Phantom Liberty для Киберпанка была на $9 дешевле, Карл, чем DLC для Киберпанка. Да, мы готовы дать разрабам и $30, и $40, только за реальный товар.
а не консервную банку в космосе, которая удобненько так пропускает 60 часов на ее постройку и немедленно дает тебе бафы. И после этого еще говорят, что Star Citizen — это финансовая пирамида, когда Дэвид Брабан на YouTube-канале Элиты вещал и рассказывал сказки, которые до сих пор не реализованы. В итоге он собрал деньги, игра развивается очень медленно, в течение свыше уже 10 лет, а потенциал такой игровой вселенной просто сумасшедший. Прикиньте, если бы на этом же движке и в такой же галактике Фронтиры сделали игру по Warhammer 40 тысяч. У них есть лицензия вроде как. Если что, они делали такие игры, как Warhammer Chaos Gate во вселенной 40К и Warhammer Realms of Ruin во вселенной Fantasy Battles. Плюс Фронтиры были пойманы за манипуляциями с целью наживы. Видимо, доната им было мало. Вот два примера относительно недавних. В день выхода очередного нового корабля Type 11 сразу, резко началась цель сообщества. Ну, это же ивент. По майнингу. А корабль как раз связан с майнингом. Удобно, не правда ли? Придумай проблему и продай решение. А оно ведь так и было. Это pay to win? Да, это pay to win. Ну или вот еще корабль. Когда выходит за донатную валюту, пару месяцев недоступен за внутриигровые деньги. И приходило уже время выхода Panther Clipper МК-2 для всех. Так разрабы под конец впихнули торговую цель сообщества, чтобы, так сказать, стимулировать продажи Panther Clipper МК-2 до его выхода в открытый доступ для всех и без доната. Итого 8 кораблей донатных. Минимальный пакет с кораблем стоит 16 тысяч арксов. Максимальный, а есть и такой, конечно же, стоит 33 тысячи арксов. Но возьмем минимальную цену. Это 120 тысяч арксов. И плюс станция 50 тысяч. Уже вместе 170 тысяч арксов. Это без окрасок кораблей, без шипкитов, без окрасок станций, скафандров, пушек и прочего, что они навводили. Да даже, авик и голос корабля можно купить за донат. Так что давайте округлим до 200 тысяч арксов с игрока. Идем на сайт и смотрим цены на донатную валюту. Если покупать самый большой пакет валюты, что самое выгодное, то это выйдет $120. Это при учете, что игроки покупали игру в начале и DLC к ней еще сверху. Так-то зачем им трудиться и стараться, делая DLC, когда можно просто зарабатывать на окрасках корабля и прочей, в кавычках, косметики. Ну и напоследок. Почему этот курс в долгосрочной перспективе им не поможет? Вспомните Electronic Arts, вспомните Blizzard, как их помоят за агрессивную монетизацию. Что помогло им это? Обе так сильно стали зарабатывать, что в итоге продались с потрохами за бесценок. А почему такая сорвавшаяся с цепи монетизация должна как-то помочь фронтирам? Для начала, эффективно ли они используют новые деньги? Вот мне с учетом сказанного ранее кажется, что в обмен за возросшие прибыли нам, как игрокам, продают туфту. Долго ли игроки станут терпеть такое отношение? Не знаю. Многих игроков явный pay-to-win, который прямо в игре дает их соперникам более мощные инструменты для более успешного развития, просто отворачивает от игры. Опять же, не забываем, что в игре у нас всего 4 основных активности: бой, исследование, торговля и майнинг. Ну вот, выпустят в каждой категории по донатному кораблю 3 размеров, которые убьют старые бездонатные. А дальше что? Делать новые, еще более имбовые, которые в свою очередь убьют нынешние донатные. В таком небольшом комьюнити на это много людей поведется? Не думаю. Скорее, у донатеров нынешней волны сгорит жопа от такого, и они из игры уйдут. Я думаю, что агрессивная монетизация фронтиром в будущем выйдет скорее боком. Элиту может ждать участь симулятора менеджера Формулы-1. Тоже от фронтиров игра, кстати. Игроки из нее просто разошлись, так и не получив контента, за который платили, а фронтиры ее и забросили. Процесс разработки сейчас двинулся в сторону простого выдаивания последних капель из игроков, после чего игру могут посчитать выдохшейся и тупо забросить. Если у нас есть какая-то сила повлиять на разрабов, то давайте попытаемся донести до них, что мы бы и готовы заплатить денежку, только если контент того стоить будет. Продавать наглый pay-to-win по цене дороже, чем стоит DLC к крутым играм, но это путь однозначно в один конец. Вот и все, о чем я и хотел вам рассказать.